Привет, меня зовут Михаил, и, как многие уже знают, я очень люблю миланскую еду. Сегодня классическая сабука, да, это растушенные голяшки в очень богатом соусе из помидоров, миропо, и сверху я сделаю гремолату. Голяшки – это дешевое и жесткое мясо, оно очень богато коллагеном, который при высокой температуре превращается в желатин. И этим мы будем сегодня заниматься. Но не в су-вид, как я делаю это иногда, да, а традиционным методом в духовке. Чем мне нравится еще это мясо? Здесь есть мозговая косточка, которая станет вишенкой на торте для нашего блюда. Да? Поэтому начнем мы со следующего. Первое, что я делаю, я связываю голяшки по кругу таким образом, чтобы когда они будут у меня тушиться в духовке, они не развалились. То есть мне не нужно сильно затягивать, но нужно сделать так, чтобы у меня они остались той формы, которая мне нужна. Да? Раз. Лишнее обрезаю. То же самое делаю со второй. Чтобы удобнее было перевязывать, надо сразу делать двойной узелок. Да? Сейчас слишком сильно. 2. Солю. Перчу. Переворачиваю аккуратно. Переворачиваю аккуратно. Повторяю то же самое с другой стороны. И обваливаю в муке. Аккуратно, чтобы у меня мои голяшки не развалились. Да? Вот примерно такая вещь у меня получается. Да? А сабука — это тоже традиционное блюдо из Милана. Я уже делал ризотто. И, как ни странно, в Милане к сабука на гарнир подают ризотто, что, на мой взгляд, уже перебор. 2. Так. И я по очереди обжарю голяшки здесь. Да? А потом я положу их в емкость, в которой я уже буду их запекать. Немного растительного масла. Жду, когда сковорода раскалится. Так, первое кладу. Мне нужно, чтобы у меня сформировалась корочка, чтобы запечатать мясо. Да? То есть, когда я запечатываю мясо, соки все остаются внутри мяса. Переворачиваю. Вот она у меня хорошо запеклась с этой стороны. Так, одна готова. Аккуратно перекладываю ее. Сейчас то же самое. Добавляю немножко масла. И то же самое делаю со второй. Аккуратно ее кладу, чтобы она у меня обжарилась. Пока у меня жарится мясо, да, я могу порезать миропо. Миропо — это порезанный мелкими кубиками лук репчатый, морковь и сельдерей. К нему я добавлю чеснок, зелень, и у меня будет все готово для того, чтобы делать соус. Я делаю кубики примерно полсантиметра. Где-то вот так у меня должно получиться, да? Соответственно, начинаю я с морковки. Кстати говоря, эта вещь, такой маленький лайфхак, чтобы доска не скользила. Да? Немножко смачиваю салфетку, кладу ее под доску, и она не скользит. Теперь я беру сельдерей. Также стремлюсь сделать кубиками.
сельдерей все. И лук. Лук я почистил пополам. Не до конца прорезаю, да. Так, главное не заплакать. Потому что уже начинает отступать. Чтобы не плакать, нужно нож немножко смачивать водой. Это помогает. Могу работать в заготовке в ресторане. Ну вот и все. Основа для миропо у меня готова. Теперь добавлю сюда чеснок и буду обжаривать. 3 зубчика чеснока. Вот лук пошел. Лук пошел. Сейчас будем плакать. 3 зубчика чеснока добавляю в миропо. И иду горько плакать. Ой, хорошо как. Так, ну вот, второй кусок, я считаю, что у меня достаточно обжарился. Образовалась такая легкая корочка. Немножко муки слетело, но это хорошо. Это мне удобнее будет делать соус. Она даст густоту соусу. Перекладываю мясо сюда. И добавляю смело все свои овощи. Немножко уменьшаю огонь. И теперь спокойно они должны, то что называется, пропотеть, стать немного прозрачными. У меня нет задачи, чтобы они обуглились, поэтому я слежу за этим внимательно. Значит, у меня овощи постепенно упариваются. Лук вот становится уже прозрачным, да. Теперь я добавляю специи, да, я добавляю тимьян на веточках, я не снимаю, потом выкину, вытащу легко. Я добавляю розмарин. Я очень люблю бадьян, поэтому я добавляю буквально парочку бадьяна, немного лаврового листа. Ой, какой сразу, блин, запах пошел. И я люблю острое, да, поэтому я добавляю чили. Я из него выну, конечно, чтобы потом не умереть. Теперь я добавляю херес, где-то 150 грамм. То, что называется деглазируем, не знаю, как правило, по-английски deglaze. Так, алкоголь выкипает, остается аромат хереса сухого. Теперь соль, перец. И я добавляю помидоры. Помидоры я беру кубиками, мелко порубленные, итальянские. Мне нужно примерно 500 грамм. Поэтому сейчас я добавлю еще из другой пачки. Раз и два. Вот так. Соус у меня немножко густой, поэтому я добавлю бульона. Бульон, как я рассказал, делаю заранее, замораживаю, размораживаю. Это бульон из говядины. Вот теперь у меня будет очень богатый и хороший соус. Какой-то чеснок у меня здесь. Мы выкинем. Так, соус у меня немножко прокипел. Теперь я выключаю газ и аккуратно выливаю соус. Ну, это не соус еще, а заготовка для соуса. Вот такая у меня получается. То есть мясо у меня полностью покрыто томатной
массой. Да? И мне осталось сделать следующее. Мне нужно взять фольгу. Ну, если у вас есть кастрюля с крышкой для духовки, то этого делать не нужно. Взять фольгу и закрыть практически полностью. Ну, не страшно, если будут маленькие щелочки. Вот так вот аккуратно я закрываю. Духовка у меня нагрета до 170 градусов. Я убираю блюдо в духовку примерно на 3-3,5 часа. Через 2 часа я его проверю. Посмотрю, какой консистенции соус. А пока, собственно говоря, все. Можем делать все, что угодно. Так, ну что, прошло почти что 4 часа. Мясо, я думаю, практически готово. Мне осталось сделать гремолату, которую я буду подавать вместе с мясом. Для этого мне нужен лимон, чеснок, кинза. В оригинальном рецепте петрушка, но я как-то больше люблю кинзу. Я чищу цедру с лимона. Ой, живой. Так, теперь я беру цедру и очень тонко режу ее на тонкие полоски. Пошел вот этот аромат лимонный, да, который будет оттенять богатство соуса. Так, раз. Это есть. Теперь мне нужно также тонко порезать на полосочки чеснок. Пожалуй, еще одной мне хватит, а то будет слишком чесночный вкус, я этого тоже не хочу. Желательно все рубить очень тонко и желательно не отрубить все пальцы. Пальцы нужная вещь. Так, чеснока достаточно. И теперь у меня кинза, я ее помыл. Остается тоже ее мелко нарубить. Все. Теперь я это перемешиваю аккуратно. У меня получается такая очень деликатная, ароматная вещь. Так, где-то через 2 часа после того, как я поставил мясо в духовку, я снял с него фольгу, чтобы оно немножко подрумянилось, да. И мое осабука практически готово. Мне осталось сделать тосты. Я предпочитаю тосты из черного хлеба. Включаю плиту. Не ту. Включаю плиту. Включается. Я раскалю сковородку. Сделаю на них тосты. А пока я достаю из духовки осабука. Вот какая красота у нас. Так. Осабука запеклось, немножко подрумянилось. Сейчас я его переложу на тарелку. Аккуратно. Вот какая красота, чтобы не поломать. Перекладываю его на тарелку. Так. Убираю лишнее, специи ненужные. Они свою функцию полностью выполнили. Еще у меня здесь есть нитка, которой я связываю мясо, чтобы оно не развалилось. Я тоже аккуратно
Ой, горячо. Аккуратно ее снимаю. Так, некрасивые вещи убираем. Стол протираем. И теперь я могу доложить немножко соуса. Вот так. Ой, ляпнул. Но это не страшно. Мы не в ресторане, да, поэтому, как в ресторанах, так же вот точно убирают ляпы. Теперь, это почти что готово. Моя гремолата. Посыпаю чуть-чуть гремолатой. Лимонная цедра. Порубленная кинза. Соуса достаточно много получилось, да, и мясо такое очень сочное, богатое и так далее. Но если вы его не доедите, не надо его выбрасывать. Либо просто соус, либо мясо можно порубить и потом погреть с макаронами, с любой пастой. Это будет великолепное совершенно рагу, да, для макарон. Так, теперь кладу хлеб на раскаленную сковородку. Мне нужно буквально по 30 секунд с каждой стороны, чтобы он согрелся. Как хрустит. Хлеб поджаривается. Я прям уже заждался, уже очень хочется кушать. Ой, кушать не хочется, кушать плохое слово, не употреблять его. Я заждался. Уже очень хочется поесть. Некоторые меня обвиняют в том, что я много пью в кадре. Вот. Но с этим блюдом глупо не выпить. Конечно, идеально подошло бы ланге из Пьемонта, да, или сфорцат с севера озера Кома. Но сегодня у меня Краминер, тоже достаточно мощное, хорошее вино аргентинское, и к этому блюду оно подойдет идеально. Ой, жизнь становится лучше. Так, смотрим хлеб. Вот хлеб у меня немножко подрумянился, мне не нужно его безумно зажаривать. Идеальный гарнир, просто тосты из хлеба. И сейчас я покажу, как это все выглядит. Я считаю, что достаточно. Тосты сюда. О, как красиво получилось. Вот так, чтобы они не мокли. Красиво же, да? Я считаю, что это прям великолепное блюдо. Попробуем, да? Вот какое сочное, нежное, мягкое мясо. Это голяшка. Сейчас она просто тает во рту. Она очень богатая по вкусу. Соус обволакивает. Он островатый из-за перца, который я добавил. И сладковатый из-за сельдерея, помидоров и лука. Еще кусочек. Как же я классно готовлю, а? Но теперь самое главное, то, что я обожаю, мозговая косточка, да? Я беру тост. И вот она у меня. Маленькая, лучше вилкой, маленькое сокровище. Вот какая красота. Это просто... Невероятно. Это блюдо тяжелое. От жадности подавился. Это блюдо достаточно тяжелое, богатое, мощное. Но я вас уверяю, пока вы не доедите тарелку, остановиться невозможно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И главное, пробуйте готовить новые хорошие вещи. Приятного аппетита! Действительно получилось.